Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь канал «Мы в Испании», Татьяна, Алексей. И этот ролик будет посвящен нашей поездке в город Хихон на Рождество. Так он и называется. Рождество в Хихоне, Рождество на севере, 2024. Мы приехали в этот город. Здесь мы уже бывали в июле. Хотим вам показать, как город готовится к Рождеству, как проходит здесь Рождество, что это за город, как город выглядит зимой. Расположились мы в центре города специально для того, чтобы быть пешей доступности от всех достопримечательностей. Обязательно вам все покажем, как обычно. Отель мы нашли на букинге, немножечко сейчас я вам покажу. Цены доступные, не более 100 евро за ночь, плюс частная парковка. Был у нас квест небольшой, сейчас вы увидите, как мы его проходили, как мы заселялись. Это просто чуть-чуть, но самое главное, мы хотим вам показать, какой город на Рождество, что здесь нас ждет. Так что смотрите наш ролик тем, кому интересен север, кто любит разные города, путешествия, а также Испанию. Так, ну и теперь у нас маленький квест по заселению в отель этого замечательного города Хихон. Ну что, разместили мы машину в парковке, дали нам доступ к этой частной, я так понимаю, или не знаю, это государственная парковка, частная парковка. Мы думали, что город маленький, парковок нет, но посмотрите, достаточно большая парковка, там несколько этажей. В общем, выходим на улицу сейчас. Квест пройден. Заселение и размещение своей машины. Самое главное. В центре города Хихон, в старом городе. Вот такое вот неприглядное место, но здесь находится гараж. Гараж, принадлежащий жителям этого города. Так. Заселились мы в отель, такой апарт-отель. Такие красивые виды на входе. Вот. Карта бесплатная лежит. Елочка стоит. Отреставрированное здание в центре города. Ну, вот такие виды отели можно снять, если вы хотите в центре города. Соответственно, по 100 евро за ночь, плюс парковка, тоже может быть платная, 13-17 евро, как повезет. Так, немножко показать, что еще входит в эту стоимость. Для тех, кого интересует микроволновка, различная посуда, тарелочки. О, дорогие друзья, вы же все-таки едете в Хихон. Вот так буду показывать. Вы же все-таки едете в Хихон. Это же Испания. Кофемашина с кексиками приятными и капсулками. Ну, в общем, холодильник. Что у нас еще? Здесь мусорное ведро. Здесь пустота. Вот так вот. Ну что, дорогие друзья, разместившись в отеле, мы вышли сегодня посмотреть, как проходит рождественский вечер. Алексей, покажи вот туда, там красивее. Это площадь, которая находится в 200 метрах от того апарт-отеля, где мы разместились. И, конечно же, здесь все украшено, все подсвечено, как во многих городах разных совершенно стран. Вот тут мы гуляли в июле, здесь музей и красивые здания, но сейчас они, конечно же, по-особенному светятся в ночи. Очень красиво, все подсвечено. Главное, что сейчас 9 вечера и температура 9 градусов. Вот это вот радостно и приятно. Видите, мы в жилеточках, в таком легком этом самом наряде, но совершенно не холодно вообще. То есть не надо никак утепляться. Если посмотреть, люди за моей спиной тоже, кто в джемперках, кто в чем. Людей достаточно много, едут сюда, отдыхают из разных мест Испании в том числе. Так что север, он тоже туристический, он прекрасен в разные дни, в разные сезоны, в разные месяца. И вот это город Хихон. Хихон в рождественскую, можно сказать, вечер. Вот, поэтому, ну, достаточно приятно. И мы еще вам покажем много интересного здесь, я думаю, и днем. Вот в эти дни мы будем здесь находиться и будем вам показывать этот замечательный город. Ну, а сейчас мы вышли вечером тоже на главную площадь Хихона, Пласа Майор.
Очень красиво. Кстати, я смотрела в букинге, когда вы будете искать какие-то места для аренды, квартиры, если апартаменты. Здесь тоже мне попадались какие-то апартаменты, они подороже, но тем не менее есть, вот с видом на эту площадь. Но это не об этом. Здесь стоит красивая елочка рождественская, подсветка, тоже люди, и очень много людей именно находятся в барах, в разных кафешках, то есть они не сидят дома. Но потом вообще Рождество, наверное, это семейный праздник, они, конечно же, окажутся дома вечером за семейным праздничным столом с родственниками, но очень много их находится в кафе, в барах и так далее. Погода хорошая, теплая, поэтому можно и погулять. Тем более, что красиво украшенный город. Пока мы не увидели здесь никакого Белена еще, но сейчас погуляем, потому что здесь замечательная набережная, и там тоже есть какие-то рождественские, наверное, инсталляции. Где-то, может быть, проходит базарчик рождественский. Вот я смотрела, что года 2 назад как раз на этой Пласа Майор был такой предрождественский базар, так, по периметру. Но в этом году мы здесь его не нашли. Но продолжаем гулять по городу Хихон. Сегодня 24 декабря 2023, еще пока 23 года. Вам показываем. Гуляйте с нами. И что мы заметили, дорогие друзья, что сейчас начался отлив. Посмотрите, какая большая суша появилась из-под вод океана. Красивый город, хорошо украшенный. Наверное, много разных мероприятий предрождественских проходило здесь, о которых мы не знаем, конечно, но очень много людей гуляют. Приятная прохлада веет с океана. Мы сейчас еще пройдемся по набережной, посмотрим, что там красивые всякие такие иллюминасионы. Вот. Ну и днем, конечно же, тоже вам покажем. Посмотрим по ценам, посмотрим, чем кормят. Кстати, кормят фабадой, как обычно. Очень сытно. Съешь с утра на обед, 2 дня есть не хочешь. Очень выгодно. Вот, поэтому пробуйте. Сидр, как обычно. Все блюда, которые вам рассказывали летом, все здесь присутствует, ничего не изменилось. Чуть похолодало, но это даже приятно. Наступило утро первого дня пребывания нашего здесь, 25 декабря. Посмотрите, как моют улицы с утра. Я, кстати, слышала шум. Думаю, наверное, моют улицы. Точно вышла, смотрю, моют улицы с утра. Так что Хихон, он достаточно чистый. И север, мне кажется, очень-очень чистый относительно всей Испании. Потому что его, в принципе, видите, по утрам улочки моют прямо из шланга. Вот это здорово. Вчера здесь сидела молодежь. Было немножко грязновато. Сегодня тут уже помыли. И вот там помыли. Сейчас я открою окно, покажу вам. С утра город намывают. Ну что, дорогие друзья, переночевали мы в этом замечательном апарт-отеле. Сегодня 25 декабря 2023 года. Если считать дорогу, то это 3-й день пребывания нашего в Астурии. Погода хорошая, в принципе. Плюс 10 градусов я посмотрела сейчас. Ну вот кофты, пальтишки носят вот так вот.
Мы в кроссовках, в таком, собственно, виде жилетки. Что, вчера здесь был, конечно, праздник, люди сидели, днем здесь было много народу, вот как раз под нашими окнами, наши окна на самом верху, если вы посмотрите. С утра все намыли, ночь была спокойная, тихо, то есть все разобрали, все ушли, тишина, покой. И замечательно выспались, я думаю, прекрасно вечером погуляли по этому городу, он был освещен, все были праздничные. И я имею в виду, подсветка была праздничная. Сейчас мы пройдем тоже погуляем немножечко. Погода хорошая, третий день солнечный. Так что нам повезло, наверное, с этой поездки. Вообще с Астурией нам всегда везет. Здесь все время хорошая погода. Мы и в июле были, и сейчас. Я думаю, я не знаю, кто жалуется на север, на Астурию, что плохая погода. Нам нравится. Правда, Алексей? Мне кажется, у нас замечательная погода. Нам всегда везет. Вот пойдем сейчас погуляем. Люди уже проснулись, уже все пошли, кафешки разбираются, намыли с утра. Пойдем погуляем. Дорогие друзья, Хихон – это город на побережье Бискайского залива, это морской город, поэтому все здесь с этим связано. Здесь есть приливы и отливы, интересные явления, которые мы наблюдали с Алексеем вчера. Здесь есть порт, дельфинарий, масса музеев интересных, в том числе музеи современного искусства. Что-то, может быть, мы посетим. А сегодня многие люди вышли, уже гуляют, у них приподнятое хорошее настроение. Здесь что-то будет очень интересное, что-то, может быть, типа регаты. Ну, в общем, посмотрим, покажем. Масса людей, хорошая погода, 14 градусов сегодня будет днем. Те 3 дня, что мы здесь присутствуем, нас сопровождает солнце, абсолютно чистое небо, приятное настроение, вкусная еда, вкусная фабада. В общем, в Астурии всегда нас радует. Вот. Продолжаем смотреть дальше, любоваться этим океаническим городом, показываем вам и покажем, думаю, впереди еще много-много интересного. Также всех, кто празднует Рождество, поздравляем с этим замечательным католическим праздником Рождества. Сейчас, потому что католическое Рождество 25 декабря. Всем мира, добра, удачи и здоровья. И путешествуйте вместе с нами, с нашим каналом. Мы в Испании, по различным городам Испании. Не забывайте ставить лайки, поддерживать наш канал своими комментариями. Поехали дальше смотреть эту замечательную Астурию. И вот кто-то нам под видео писал, что в Астурии, в частности в Хихоне, якобы нет работы. Очень много производств, вот даже сейчас вы видите там какое-то производство. И очень много производств. Мы видели различных заводов, алюминиевый завод, в общем, различные. И именно в Астурии мы проезжали очень много. В районе Авилеса есть производство. Поэтому я не знаю, у кого работы нет, друзья. Но тот, кто учится и имеет профессию, тот работает. И местные жители говорят об этом. И не один. И, в принципе, видно, что здесь много отраслей, в которых можно найти себе занятость. Поэтому, если кто-то пишет это, то это лично индивидуальный опыт конкретного человека. А в целом Астурия представляет из себя очень развитый регион, чистый регион, культурный регион. И в том числе регион, где есть активно развита различные сферы, различной промышленности. И в плане работы, и в плане, инфраструктуры успешной, хорошей жизни региона того или другого для меня является наличие молодежи. Вот здесь я могу сказать, что я вижу здесь достаточно много молодых людей, девушек. То есть, если молодежь живет, значит в регионе все хорошо. Мне так кажется. Может, кто-то со мной не согласится, но я считаю, что если есть университеты, есть досуг, есть молодежь празднует здесь, ходят, занимаются спортом очень активно, бегают с утра, то значит все в порядке. И мы так решили, что здесь будет праздничный заплыв людей, спортивно подготовленных, в океане, прямо вот здесь, в холодной воде 25 декабря. Но пока все готовится только. Хорошо, что светит солнышко. Вот так вот люди, в принципе, проводят свои праздники. В спорте активном. Народу. Por ahí a nuestro kayak de seguridad, a Jesús Picos, calentando
preparándose, reconociendo el circuito que también se ha intentado limpiar en estos días previos, que se ha limpiado. Да, сейчас будет здесь заплыв, люди уже готовятся, зрители тоже. Так что будем любоваться заплывом 25 декабря. Спасатели выходят на свои позиции и сейчас будут сопровождать соревнования по плаванию в открытом океане, можно сказать, в открытой воде. А вода где-то температура 9-10 градусов. Ahí nos estamos viendo, ahora ya a puntito casi, lo tenemos aquí. Ojo, Aquí lo tenemos, llegando Joaquín Conde, el tiburón de Riclones. Victoria para él, consigue la victoria. Segunda plaza para Diego Gutiérrez, el conejito de Duracell, que consigue llegar en segunda posición. Van llegando, cuarta plaza, ahí lo estamos viendo. Quinto, Iván de Quevedo Cantora, que ha dado la sorpresa. La primera de las chicas, Blanca Alonso, ya la tenemos aquí. Fuerte el aplauso, por favor, para la campeona Martina, que nos llega ahí en segunda última que han tenido. Pero bueno, agradecido de nadar, no han tenido mucha queja en ese sentido. Ha habido años peores. Y sexta victoria para el tiburón de Riclones, Joaquín Conde, que ha conseguido un título que se antojaba difícil antes de salir del agua, para él, pero que... Ну что, дорогие друзья, посмотрели мы заплыв. Говорят, что это ежегодный заплыв, 400 метров. Регистрируются и принимают участие все, кто желает. Каждый год, 25 декабря, проходит вот такой заплыв. Как мужчины, так и женщины, любых возрастов, любой спортивной подготовки. Очень хорошая организация в плане безопасности. Мы вот посмотрели, очень много народу, очень интересно. Повезло с погодой, что сегодня солнышко. В общем, ну, нам, я считаю, везет даже с посещением этого города замечательного. Причем Алексей прочитал, что он многонаселенный, больше даже, по-моему, чем Овьедо, да? Вот, ну, достаточно много народу здесь проживает, много молодежи, много людей с собачками даже, что очень радует, очень приятно. Ну, вот такое у нас сегодня настроение. Гуляем дальше. Blanca, Joaquín, vamos a ver dónde andáis. Хихон утром очень чистый, замечательный такой городок, чистые улочки, явно, что здесь убирались, подметали, смывали все водой. И очень красивый центр, вот красивые дома, все очень аккуратные. Не старый центр, а вокруг старого центра, которые городочки. Ну и народ гуляет, одето так по-осеннему, можно сказать. Хотя сейчас зима, 25 декабря. И очень много красивых зданий, красивых и отреставрированных, достаточно в хорошем новом состоянии. По всей улице, если поднимаешь голову, то видно много-много красоты, лепнины, архитектуры уникальной и так далее. Дорогие друзья, сейчас мы гуляем в центре города Хихон. Здесь более современное было домостроение. И вышли к театру, который называется Театр Ховиянус. Тоже очень красивое здание в красивом центре города Хихон. Это место, насколько мы поняли, называется Парк де Бегония. Тоже очень интересное, красивое. И главное, что улицы, по которым мы шли, они такие
ухоженные, с красивой архитектурой. Со всех сторон, вот я смотрю, все дома чистенькие, отреставрированные, фасады хорошие. И, похоже, здесь находится в этом году рождественский базарчик или рыночек небольшой такой. Город современный, красивый, с прекрасной архитектурой. Кстати, вон там отель «Бегония». Классно. Ну и тепло. Самое главное, дорогие друзья, мои впечатления, я хочу сказать, что здесь достаточно чистый город. Его периодически улицы с утра моют. Сегодня мы видели, показывали вам чуть выше. В принципе, так вот, если посмотреть, улицы очень-очень чистые. Никаких мусорных баков, никакого мусора, собачьих какашек, то есть ничего. Это уже более современная была часть города. И такая чистота. Снимаю видео. Вчера мы гуляли, здесь был песок, а сегодня прилив. Сейчас как раз пик прилива, 4 метра. И вот как раз океан дошел и покрыл весь этот пляж. Такая здесь красотища. Все, вообще песка не видно. Ну, это, дорогие друзья, мы догуляли до района Паньенте, я так понимаю, потому что пляж так называется, пляж Паньенте. Ну, дальше будет вот туда биопарк. В общем, тоже интересное место. Как раз из наших окон апартаментов, которые расположены в старом городе, видно вот этот пляж. Ну, погода, опять-таки, хорошая, несмотря на то, что сейчас уже вечер. Небо голубое, ну, достаточно тепло. Нету ветра. И вот там как раз место, где мы расположились. Так, сейчас у нас 6:30 вечера и время 11 градусов. Мы вновь выходим на центральную площадь города Хихон. Совершенно чистое небо. Все в красивой подсветке. Красоте неимоверной. Очень много народу гуляет. И очень много работает различных ресторанных заведений. Ну, а некоторые люди продолжают отдыхать, выходят на работу завтра. Музеи также сегодня закрыты. И завтра, наверное, нам удастся что-нибудь посетить интересное. 18:39. Мы вышли еще на одну интересную площадь. Название сейчас я вам не назову, но вижу, что очень красиво украшено. Красивые деревья с подсветкой, елочка, звездочки. Ну, в общем, рождественская красота в полном, так сказать, объеме. Вечером Хихон очень красивый. И много очень в кафе сидит людей, гуляют просто. Хоть и магазины закрыты, но все равно прогуливаются люди по городу. И достаточно тепло, можно сказать. У некоторых в окнах зажглись елочки новогодние, рождественские. Немножечко мы вам покажем, что из себя представляет город Хихон и что он из себя представляет именно на Рождество.
Ну и как в каждом испанском городе устанавливают Белены. Мы тоже зайдем сейчас и посмотрим, какой Белен установили в городе Хихон. Это следующее, что мы сегодня еще решили вечером посетить. Вот такую базилику. Для того, чтобы показать вам и самим посмотреть, что тут есть интересного. Ну, конечно, жители постарались украсить все свои дома, какие-то подсветки сделали, елочки во многих окнах видны. Вот еще одна площадь с красивой елкой. Деревья все подсвечены. Город украшен очень красиво, он нам действительно очень нравится. Даже не знаю, с чем сравнить. Он очень чистый, аккуратный, много вот таких вот красивых, да, старых домов, я не знаю, 18-19 века. Но в любом случае все с любовью ухожено. Видимо, выделяются средства на то, чтобы все это подкрасить, отреставрировать. Даже вот часы, то ли они стилизованы как старинные, то ли есть старинные. Ну, очень красиво. Улица де Кавадонга. Да, давайте скажем вам, как она называется, правильно Алексей сказал, Кая де Кавадонга. И красивые витрины, интеллигентные люди, чистые улицы, по которым просто вечером приятно пройтись. Я не вижу грязи в основном, все как-то убрано, никто старается не сорить. Нет такого запаха курева. Да, люди курят гораздо меньше, просто собираются с семьями, гуляют. Все так интеллигентно одеты. Ну, в общем, красиво. И мы немножко сейчас пройдемся с вами по улице Кавадонга. Кстати, идем мы под огромными фикусами, стволы которых украшены лампочками разноцветными. Рядом разные справа кафе. Да, очень много сидрерий. Но так как сегодня 25 декабря, многие сидрерии закрыты. И, конечно же, много достопримечательностей. Совершенно не холодно, приятно гулять. Но на ком-то мы можем увидеть шапки, на ком-то даже шубки, сапоги. Ну, а нам нормально. И птицы поют. Слышишь, птицы стрекочут? Там на поляне еще и цветы расцветали. Да. Английский желтый. И вновь мы зашли в парк Бегония, где гуляли сегодня с утра. И показывали вам. А сейчас показываем вечером, какая красота. Сейчас зайдем с другой стороны. Опять-таки все в подсветках. Все в подсветках. Множество людей. Ну и, конечно, вечером начинают работать базарчики. Все предлагают попробовать чего-то вкусного. Такая вот красотища. А вот, собственно, этот дом
Каса Консистораль на Пласа Майор в городе Хихон. Очень красиво украшенный. Сверху часы вот такие. А напротив стоит красивая елочка. Друзья, кто внимательно следит за нашими роликами, мы выкладывали ролик из ратуши Аликанте, и там находится уровень всех карт Испании. И вот смотрите, здесь в Астурии на Институте географии отмечена вот эта вот метка, и написано, что 9,4 метра от метки, которая находится в городе Аликанте, которую мы вам показывали в ролике. Так что интересно не просто гулять по улице, а обращать вот на такие ветки. Дорогие друзья, здесь еще можно посетить в Хихоне музей Борджола. Вот это здание 17 века, как я прочитала в открытых источниках. Художник-абстракционист подарил из Бадахуса, подарил 104 полотна вот этому музею. Ну и, собственно говоря, это трехэтажное здание. Мы сейчас зайдем, посмотрим, что здесь есть интересного. Как обычно, вам покажем, конечно же. Ну, хочу сказать, само по себе здание уже красивое, историческое, красивый фасад. Вот. И я читала очень хорошие отзывы. Это находится тоже здесь вот рядом с набережной, в центре, в пешей доступности. От нашего отеля мы буквально дошли за 5 минут. Зайдем сейчас внутрь, покажем вам, что это за музей. Так, дорогие друзья, вход в музей бесплатный. Открыт он был в 1986 году, как нам сказали. Мы взяли вот такие проспектики. Открыт он был в 1986 году на основе пожертвований художника Хуана Вархолы, художника из Бадахуса. А здание, как я уже сказала, здание 17 века. Очень красивое историческое здание. Ну и также здесь иногда проходят различные выставки. Рамона Исидоро, мы так поняли, сегодня еще проходит выставка работ. Так что мы сейчас посмотрим. А вот здесь интересно, это художник, который родился в 1919 году в Бадахусе, умер в 2004 в Мадриде. И его работы в таком стиле. Ну, достаточно, в принципе, интересно. Он их подарил вот этому музею. Ну, собственно, и музей был организован. Вход бесплатный, как я уже сказала. Это одно из мест, которое можно посетить в городе Хихон, в том числе. Особенно, если будет плохая погода, дождливая, прохладная, то как раз время походить по музеям различным. А сегодня уже 26 декабря 2023 года, и, в принципе, хорошая солнечная погода. Уже 3-й или 4-й день пребывания нашего в Хихоне, и достаточно солнечная погода нас сопровождает. Много таких художников, да? Да. Это не Пабло Пикассо, но тоже, видимо, работающий в каком-то вот подобном стиле. При входе вот мы видим часовню Троица. Здесь композиция автора Рамона Исидоро. И мы так поняли, что это соединение света, звука, визуализация. В общем, ну такое... Такой звук, это обалдеть. Ну да. Если кого заинтересует такой музей, часы работы указаны вот здесь. Понедельник закрытый, как все музеи. И прямо выходим практически на набережную. Вот он, этот музей, еще раз вам покажу. Прекрасный, хороший солнечный день. Дорогие друзья, музей находится на улице Тринидад. Кстати, старое название тоже, прямо высеченное на камне Кая Тринидад. Ну и современная табличка. Никто не сменил на улицу Ленина. Ну, во всяком случае, интересное здание 17 века, которое можно посмотреть. Вот, кстати, это церковь, куда мы сейчас заходили, где экспозиция. Ну, так. Хорошая погода.
солнце светит, и небо голубое. Ну так, слегка прохладно, но мы по-прежнему одеты вот в жилеточках. И красивый свадебный салон. Платье для невест. Смотрите, какая красота. Это тот самый старый город, где мы, собственно говоря, остановились в апартаментах. Вот такие домики, такие мощеные улочки. Не, ну, в принципе, хорошо, каждое утро моют. Чистенько, аккуратненько. Чистенькие домики. И здесь вот такие вот замечательные спуски, лесенки, прямо к набережной туда. Очень красиво. Там, где был вчера заплыв. Приятное такое местечко. Старинные дома вписаны с более современными. Приятная прохлада. Вот кто спросит, какой воздух, приятный, прохладный океанический воздух, свежий такой. Очень похоже на питерский, там около залива, когда такая прохладца. Небо голубое, как вы видите, солнышко. Приятно, не холодно, не сильно холодно. Посмотрите, как одеты люди. То есть курточки, кроссовки, у кого-то сапоги. Ну, мерзлявые могут шарфики еще намотать. Вот так вот. И в старом городе, посмотрите, какие узкие улочки есть. Вот. Узенькие-узенькие проходные улочки. Но обратите внимание, что очень чисто под ногами. Вот эти дома, они, наверное, тоже сдаются в аренду. На этой улице покажу вам. Улица Кая Артиллерия. Здесь есть часовня де ла Солидад называется. Часы работы с 9 до 20:15. Ну, такая часовенка. Никого нет. Заходите. 1674-го? Ну да, она такая старенькая. Вон там какие-то интересные изображения. Наверху колокол небольшой с крестом. По 450 лет. В хорошем состоянии. Ну, видно, вот так. Ну а рядом с часовней все на той же Кая Артиллерия. Это старая часть города. Я смотрю, что здесь есть жилые помещения, видимо, которые можно снять. Вот такой домик. Вообще здесь в старом городе много таких интересных мест. Ну, в подтверждение того, что сейчас рождественские праздники, и впереди Новый год, и то, что город Хихон готовился к этим праздникам, мы на площади Умидаль нашли вот такое вот развлечение. Здесь можно покататься с горок на ватрушках, здесь есть каток, рождественская ярмарка, ну или новогодняя ярмарка. Сейчас мы немножечко пройдем, покажем вам. Вот, собственно, так сейчас проводят выходные свои дети и взрослые в городе Хихон. А здесь настоящий снег. Смотрите, холодно прям. Не, на самом деле это такая стилизация. Кто соскучился по снегу, вот. Новогоднее катание.
Ну и вот спросишь, чем занимаются местные? Местные гуляют, местные даже занимаются серфингом. И вот там я вам показала, что даже собаку берут на серф и вместе с ней дрейфуют на волнах. Кто-то учится, видимо. Они живут, счастья своего не чувствуют. Как чувствуешь? Смотри, босиком. Ой, как классно. Масло. На серфе поплавали, подрейфовали. А сейчас как раз идет прилив. И мы выходим к океану. А собак-то сколько, посмотрите. Вот собачье счастье. Они играют между собой. Про что я говорил, всегда выходишь, чистый пляж, песочек, народ, оказывается, он 2 раза в сутки промывается. Да, промывается, поэтому если собака что и сделает, то в принципе все смоется в океан. Лапочки, им так весело. Ути-пути, в воду залезают, не холодно же. Водичку пьют. А там пресная вода? Не, соленая. А почему она пьет? Ну, пробует. Но не очень хотят-то залезать в воду. Ну вот сейчас по погоде в куртке комфортно, наверное. Видите, в свитерах, в курточках люди. Сегодня так, ну, кому прохладно, а кто на серфе выходит. Но в термокостюмах, конечно же. Погода комфортная, солнце светит. Ну сколько братьев наших меньше, смотри. Очень много собак здесь. И при этом города очень чистые. Еще одно подтверждение, что испанцы не проводят в любую погоду время дома. Они все находятся на улице, сидят в барчиках. Вы слышите шум. Никто не сидит дома, даже в дождь. Мы думали, пойдет дождичек и все разбегутся. Нет, все сидят, пьют сидр, кто чего, и общаются. Дорогие друзья, надеюсь, что вам было интересно посмотреть те места рождественского Хихона, которые мы вам показали в этом видео. Как можно провести время в этом замечательном северном городе. Но не забывайте о том, что все-таки это север, хотя и Испании. Берите с собой теплые вещи, если вы приедете сюда зимой, и получайте удовольствие от прогулок по этому замечательному, чистому, красивому городу. И на Рождество здесь действительно есть чем заняться. Вы можете приехать сюда с детьми или повеселиться, отдохнуть, погулять, посмотреть красоты побережья океана самостоятельно или в компании со своими друзьями или родственниками.